Привет, я доктор Берг. В этом видео мы поговорим о том, в какое время лучше есть, чтобы худеть. Этот метод называется интервальным голоданием. Суть в том, что вы не едите в течение продолжительного времени, и это призвано уладить состояние, известное как инсулинорезистентность. Это когда уровень инсулина чрезмерен, но он не выполняет свою функцию. И тогда при наличии в организме инсулина худеть вы не будете. Если у вас большой живот, это потому, что у вас слишком высокий инсулин. И справляется с этим как раз интервальное голодание. Итак, если, практикуя интервальное голодание, вы едите дважды или трижды, или один раз в день, не волнуйтесь по поводу мышечной массы. Ее вы не потеряете. Интервальное голодание защищает белки и мышечную массу. Вообще, это хороший способ повысить уровень тестостерона и гормона роста. Оба эти гормона помогают сжигать жир, оба помогают наращивать мышечную массу. Мышечная масса никуда не денется. Большинство не могут есть дважды в день. Поначалу им придется есть 3 раза в день, но цель — это перейти на двухразовое питание. Если стоит цель серьезно похудеть. Однако, если у вас инсулинорезистентность, вам будет тяжело обходиться без еды из-за высокого уровня сахара в крови. Однако стремиться нужно к тому, о чем я сейчас расскажу. На это может уйти пара недель, даже целый месяц. Так что начать придется с 3-разового питания. В идеале первый прием пищи будет в 11:30 утра. То есть вы едите в 11:30, а следующий прием пищи будет в 5 вечера. Если в 5 не получается, тогда ешьте в половине 5. То есть цель в том, чтобы в 11:30 наесться реально досыта, а не просто перекусить. Это должны быть хорошие порции белка, зелени и здоровых жиров. Не нужно обезжиренной еды, это только навредит. Вам нужно достаточно жиров, чтобы насытиться и протянуть между этими приемами пищи. Если вы не можете выдержать это время, значит, вы съели недостаточно жиров. Не страшно, если к 5 часам у вас будет легкое чувство голода, но если голод невыносим, если у вас проблемы с уровнем сахара, надо вернуться к 3-разовому питанию. Переходить еще рано. В итоге вы почувствуете, что вздутие в животе значительно уменьшилось. Вы почувствуете, что живот как бы уменьшается, потому что вы сжигаете жир. Это лучший способ избавиться от живота. Это происходит, по сути, за счет того, что мы восстанавливаем уровень инсулина. И вечером вы едите то же самое — белок, зелень и жиры — в 5 вечера. И вы должны почувствовать сытость и продержаться с этого момента до самого утра, всю ночь. Понимаете? И дело вот в чем. Возможно, вы беспокоитесь, что вы проголодаетесь. Этого не случится. У среднестатистического тела большие запасы. И я говорю о запасах жира в качестве пищи. То есть, по сути, вы используете в качестве питания накопленный жир в этот период и так далее до утра. И задача научиться переключаться. Когда вы едите, вы сжигаете полученные с едой калории. А когда не едите, то используете жир, который уже есть в вашем теле. За это переключение и отвечает инсулин. И как только вы исправите это, делая это, выполнять это будет проще и проще. Но чтобы это вошло в норму, нужно какое-то время. На мой взгляд, самое трудное во всем этом — в интервальном голодании люди привыкли к быстрым перекусам, например, придя домой. Так что самое трудное — это отказаться от привычки есть настолько часто. Я знаю многих крупных бодибилдеров, которые едят 1 или 2 раза в день. Они не едят весь день. Так что и есть худые люди, которые едят по 5 раз в день. И на самом деле в будущем их ждут проблемы. Суть в том, чтобы перестать есть часто. Еще это сэкономит вам кучу денег, ведь вам не нужно будет столько еды, это тоже плюс. Также вы почувствуете улучшение самочувствия, а также умственной деятельности. Вы справитесь с проблемами, вызванными инсулинорезистентностью. То есть начинать следует с 3-разового питания без перекусов, затем переходить на 2-разовое. А достигнув цели, либо останетесь на 2-разовом питании, либо вернетесь к 3-разовому. Это зависит от разных факторов. К примеру, если вы молоды, вероятно, вам нужно есть 3 раза. В случае изнурительных тренировок тоже. Но многие тренируются, едя дважды в день, и чувствуют себя великолепно. А запустив процесс сжигания жира, вы едва ли вернетесь к использованию сахара в качестве топлива. Ведь вы перейдете на собственное топливо для тела. Кстати,
Сжигание жира или кетоз — это изначальный источник энергии, топлива, на котором тело работало испокон веков. И лишь недавно люди перешли на сахар в качестве основного топлива для тела. Всего лишь лет 100 назад. Таким образом, для тела сжигать жир, естественно, телу нравится сжигать жир. Интервальное голодание призвано научить этому наше тело. Итак, 11:35 вечера. Попробуйте и оставляйте свои комментарии.